Доброе утро. Почему не совпадают мои слова с движением губ, спросите вы, а я отвечу. Я записал это в слоумо, без звука, и демонстрирую обзор очков. Показываю, что вот сейчас мы идем в бассейн, пришел в бассейн, и сейчас будет непосредственно обзор. Вы, пожалуйста, не переключайтесь, это только начало такое скомканное, а дальше будет весело. Мочу немножечко. Холодная вода. Очень вот так они выглядят. Сейчас вам попробую показать. О, видно, да? Ага. Вот так видно. Ладно, у меня сегодня много упражнений, но плюс в том, что они определяют упражнения все. Я вам покажу отдельно еще, как две тренировки на часах и на очках, и как они показывают. Так, пока я надеваю ласты, очень удобно, что они показывают несколько экранчиков. То есть есть экранчик Rest, Turn и экран движения. И на каждом разные данные. Допустим, сейчас вот Rest, он мне показывает, сколько я отдыхаю. Идет таймер, сверху пульс, и показывает еще внизу, сколько я всего проплыл. И показывает общее, нет, общее время у меня на отдыхе не показывает. Общее время мне на развороте показывает. Это так удобнее просто. Здесь главный момент. Главный момент, чтобы локоть смотрел в потолок. Ты при окончании грибка, да, не вытаскиваешь ладони из воды, а ты локоть сгибаешь, понял? Первое. Оп, согнул, трясешь. Обязательно пальцы должны смотреть вниз. Трясешь. А второе у тебя задание будет там 3 грибка. Ты трясешь, да, вот раз, два, три. Вдох, и потом 2. Кстати, еще касательно особенностей этого бассейна, он для ватерполо. Летом снимается эта крыша, он 35 метров. И единственные часы, которые здесь есть. Это все. Омлетик. Короче, факт номер один, который меня очень удивляет, хотя я не знаю почему. Короче, очки сейчас вот они, закрытые после бассейна. Я пришел уже домой. Я открываю приложение Forum Swimming. Вот так открываю. Вот смотрите, я открываю. Нажимаю Google, и вот тут уже, смотрите, мигает Syncing. И вот я, кстати, на батарейке, кстати, 48% показывает. Я сплавал, сейчас скажу, у меня же показывает здесь, тоже могу посмотреть. Одна тренировка задублировалась. 2, 3, 4, 5. 5 часов, короче. На 5 часов 40%. Короче, я думаю, часов на 12-15 вообще хватает. И это на самом деле очень радует. Они отсинхронизировались. Часы при этом, их включать для этого не нужно. При этом они в спящем состоянии лежат. Как быстро они разряжаются, я не знаю, конечно, если ими не пользоваться. Но меня эта штука радует очень. Само по себе приложение довольно-таки прокачанное, фактически. У меня круги еще остались под глазами. Мне нравится. Конечно, есть платная подписка, да. То есть мы сейчас зайдем с вами на сайт Forum Swimming и поймем, что это все удовольствие. Короче, цена вот на сегодняшний день. Сегодня у нас 7 марта 2025. 119 евро в год. 9,9 евро в месяц.
если платеж годовой, и в месяц 15 евро. Вообще, все эти подписки меня потихоньку бесить начинают. Я от Стравы отписался. Хотя, просто этих подписок в итоге накапливается на 30-50 евро. Это, ну, как бы не очень. И не все они нужны. Но вот вообще, у вот этих очков почему-то некоторые функции открываются только исключительно в платной версии. Почему так? Почему? Ну вот, сложно сказать. Хотя у них вот написано вот на сайте даже, смотрите, Core Features, да? Core Features, и типа не нужна подписка, вроде как. Но как бы с премиумом вы добываете вот Guided Workouts, да, например. Поближе вам показываю. Guided Workouts. Head Coach показывает положение головы, анализирует, да, и говорит, как импрувнуть технику. Digital Compass для открытой воды. Ну это вообще, мне кажется, зашквар, в платное зашивать. Это прям, мне кажется, вообще зашквар. Тренинг план, ну, планы тренировочные, билдер по воркаутам. Кстати, прикольная штука. Он посмотрел, как я тренируюсь, типа, и на основании этого, на основании первого моего тренинга смог составить тренировку. То есть есть какой-то алгоритм, и да, то есть вообще хочу сказать, сам по себе девайс крутой в том плане, что он довольно-таки прокачанный, мне кажется, он довольно-таки умный. Что значит довольно умный? Это значит, что в отличие от очков, в очках плавания это как будто просто дофункция, а вот здесь это основная функция, и видно, что ребята над ней поработали, да, то есть то, как алгоритмы определяют разворот, плавание, количество грибков, это все, ну, работает довольно-таки хорошо. Считают они точно лучше, чем Garmin. Я вам покажу сейчас. Я вам сейчас все покажу. Ну вот, например, в метрах даже. Пульс примерно на самом деле что-то похожее. Это сейчас я к вот этому вернусь отдельно тоже, да. 4300 первое плавание на приложении форм. Я плавал одновременно, как идиот, на меня смотрели, конечно, все. Ну, это нас не беспокоит. Когда, как говорится, когда казахи отдыхают, остальные наблюдают. Это фразе меня научил мой друг Ваня Выженин. Так вот, и на часах это было 4250, 50 метров, да, как бы. Но и цифры разненькие, смотрите, показывает типа 4250, средний пульс 129, 203 средний темп, 1200 калорий, да. Переходим обратно, форм, и смотрим. Час 24 он покажет move time, да, как бы средний темп минут 57, другой уже, да. Average stroke rate 47 на минуту, пульс 136. Точно в часах точнее, в очках точно пульс более точный. Почему? Потому что берется с виска, да? То есть, самое главное забыл сказать, у меня версия 2. Версия 2. Цены, кстати, на первую и вторую версию, да, немножко размыто, но все равно, ладно. 179 евро на первую и 279 на вторую. Ну, цена такая, ну, как бы немножко кусается фактически. Хотя это все настолько относительно, знаете, если хочется просто, как не то что поиграться, если деньги есть, можно поесть, да, как говорится. Тут тоже такое индивидуально, мне очки подарили эти, я их хотел. И тут переходим к самому главному. Для чего я их хотел? Какой основной смысл-то и резон их? Для того, чтобы... Вот я, например, бегу, я могу посмотреть на часах своего пульса. Кстати, я уверен, что следующие несколько лет у нас будут очки такие солнечные, в которых тоже будет показывать данные все. Ну это ладно. Как я у одного блогера увидел, типа, вы в этих очках как железный человек, ей-богу. У вас там что-то показывают, вы видите, контролируете. У пловцов всегда вообще не было таких штук, да, и в нормальном бассейне, в нормальном, есть таймер, да, то есть по которому вы считаете количество бассейнов, которые проплыли, ага, понимаете расстояние, смотрите время, все, вы как бы умный человек. Для таких тупеньких, как я, ну или для тех, кто хочет схалтурить как-то, или какие-то хитрые, как я не знаю. Вот такие вещи маркетологи изобрели, да. Но, что действительно мне удобно, что мне удобно,
это видеть свой пульс во время определенного интервала. На часах я не могу посмотреть. Во время открытого плавания я плыву, как я буду смотреть, да? Чувствовать я его не чувствую. Я занимаюсь плаванием несколько лет. Я не чувствую. Нормальные пловцы чувствуют все, или можно это научиться, свой пейс чувствовать, да, там, или количество грибков. Но я не понимаю, как это делать, короче. И как контролировать свою, насколько ты выкладываешь. Потому что у меня вот сколько стартов есть, столько я не понимал свою интенсивность никоим разом. Просто на максимум плыть, но это глупо. Нужен типа какой-то, короче, трэшолд, а ты его не чувствуешь. В бассейне плавание совсем другое. Условия от условий сильно зависит. Ветер, какие-нибудь волны, да, или рябь. И ты по-другому ощущаешь. Ну, то есть, и непонятно. Тут ты можешь видеть свой пульс. Например, я ставлю себе цель плыть на пульс там 160, например, да, и все. И я его контролирую, мне постоянно видно. Вот так вот постоянно видно. Вот я показываю вам, чтобы вам было понятно. Вот видите? Вот они очки. Вот показывает ваш пульс и время. Еще я вывел, чтобы меня выводило stroke rate, количество грибков на минуту. Тоже это мне подсказал тренер мой по триатлону, что он, например, плывет, когда он следит за количеством грибков. Если типа 60-70, то типа норм. А если чувствует, что проседает, видит, точнее на экранчике, то он пытается добавить, чтобы количество грибков хотя бы было. Поэтому это вообще глобально, с точки зрения мониторинга каких-то данных, мне кажется, это нормальная тема. Ну, то есть, она как-то какая-то очевидная и понятная, да, то есть, без этого никак. Ну, то есть, точнее, можно без этого, но в моем случае, если, по крайней мере, может быть, этим могу успокаивать, никак. Вот. Поэтому, я считаю, можно пользоваться такими вещами, если есть возможность, конечно. Вот. Но, опять же, неизвестно. Как я уже сказал, постоянно мысли, что они одноразовые, да? Что еще? Комплект. Простой комплект — это вот очки сами, насадки на нос разного размера. Мне подошла М. Да и все. В принципе-то. Шапочки нет у меня. Специальной формы. У меня зато много всяких триатлонов других. Кстати говоря, в первой версии, если у вас есть датчик, то вам не нужен никакой, собственно, вторая версия. У меня на самом деле был. То есть, сейчас покажу. Так вот, если у вас есть, если вы хотите купить первую версию, там, с рук или новую, вот здесь вот написано Heart Rate. Если у вас есть Polar, Verify Sense или OH1, то можете видеть пульс, короче. То есть можно было мне ничего вторую версию не покупать, но это просто, мне кажется, не так точно, не так удобно. Вот он, датчик мой основной, да, Polar Verify, я на него обзор так и не сделал, к сожалению. Ну вот он, маленький такой, малюсенький. И вот сюда вот мы его вставляем, вот так вот. Получается вот такая штука. В комплекте вот это идет. Берем очечи, если хотите видеть нормальный пульс. Берем очки, а точнее сначала мы берем вот это, надеваем вот так вот, продеваем, получается вот такая штука. И все, и вот так вот надеваем. Вот. Все, и вот она, да? Ближе вот сюда двигаем, чтобы на волосы не попадало. Тоже проблема актуальна, кстати. И все, и так и плывем. Еще. Очки, у них аквадинамика не идеальная, да? То есть смотрим в профиль, сколько вот здесь вот, как занимают вот эти очки. Хотя они не самые обтекаемые, да, это Zox Predator. То есть они, вон, видите, не самые аквадинамичные, не Арена Кобра ни разу. Но если я надену сейчас форму, то это вообще кранты аквадинамики всей. На самом деле это как часы на руке, они же это портят тоже сопротивление. Кстати, без часов плавать так удобно, капец, вы не представляете. И вот эти вот, да, то есть это просто, это что за никак не подкрадули, что за фуникулеры, что за это, видите, да, ну капец, вот такая выпирающая вот эти вот хрени, конечно, это не, но вот так вот и живем, не но. Кстати, надо после каждого плавания их мыть, потому что остаются вот такие эти беленькие следы.
эта хлорка может разъедать резиночки. Но я тут увидел, что все эти резиночки, оказывается, есть на сайте. Вообще расходников миллиард, и можно о них не беспокоиться. То есть вот у них на сайте форум есть replacement parts. И можно все, ну почти что все, да, вот. Можно, ну, кабель зарядки, резиночки, второй глаз, такая как от Polar, да, штучка, ремешки. Ну, короче, все вообще есть. Вообще все есть. Ну, конечно, что делать, когда запачкается и износится вот это вот место? То есть с датчиком, да, собственно, вот это вот внутри там, я не знаю. Самое главное, туда пальцем не лазить. Вот это вот самое главное правило. Сейчас, кстати, сполоснуть надо, не забыть очки, а то я, кажется, их не сполоснул после плавания. Надо. Поэтому такие дела. Что еще? Что еще? В приложении, да, посмотрим. Какие они воркауты. Вот, ну, есть вкладка воркаут, допустим. И вот здесь вот можно 1 месяц бесплатно. Кстати говоря, что-то почему-то раньше я слышал в каких-то обзорах, типа, можно. Если ты покупаешь, год бесплатно вообще. Ну, это вообще было здорово. Я бы год пробовал. Но пока что у меня в 1 месяц бесплатно только. Я не знаю. Тренировки предполагаемые, показываемые, да. Я могу сказать, что причем, ну, подсвечивает там endurance тренировка или там power, техника, да, все это может выглядеть довольно-таки неплохо на самом деле. И вообще, мне кажется, выглядит это все довольно неплохо. Почему? Потому что, ну, я ж тренировки составляю тоже, да, и в целом структура тренировок у них приемлемая. Понятно, что для чего, да, как бы. То есть, мне кажется, пробовать это можно, с вот этим работать, но, конечно, под присмотром тренера лучше. Еще если комбинировать это с приложением на часах, которое называется Swing Guru, вот оно вот так вот выглядит и вот так называется, и анализировать свою технику, может быть еще лучше. Но вот сейчас вот с каждым днем хорошо, что таких решений вроде бы как будто больше и больше. Вот. Что еще вам рассказать? Ну, сравнить, точнее или нет, я вам показал. Head Coach, как он работает, да, вот сейчас давайте мы посмотрим. Я покажу вам. Оно лучше всего все-таки на сайте показывает. Все-таки лучше всего на сайте показывает, как этот Head Coach работает. Ну и презентация в целом неплохая. Кстати, вот ориентация на буй. Ну вот, да. То есть градус показывает, стрелочку, и ты типа не наплываешь много лишнего. Так, ну это вот статистика, как выглядит, тут так понятно, это отзывы, понятно, что они все быстро плавают, это все вранье. А нет, не вранье, я думаю, это норм. Ну вот, да, то есть их ролик. Посмотрите на сайте, интересно, то есть почему нет эти вещи. Вот, видели, да, там голова, положение головы в воде, короче, он анализирует. Ну и, собственно, отзывы. Да, в целом неплохой сайт. Так, что еще сказать можно? Фуникулеры я вам показал. Итог какой-то нужен, да, какой-то вывод. Ребят, на самом деле, вот после того, как я в них поплавал уже несколько раз, я могу сказать, что можно и без них. В часах, конечно, есть те данные, которые необходимы. Можно и вообще без часов. То есть ты пусть можешь считать, как и все пловцы, вот так вот перепроверять. Кстати, пусть я перепроверял, считай точно. Бассейн ты можешь считать, на таймер смотреть. Тебе ничего не надо. Часов тоже достаточно. Если ты гармины свои закрепишь плюс-минус нормально, и он тебе плюс-минус нормально показывает пульс, и должен проверить сам это, то тебе не нужно ничего. Тебе они ничего не скажут. Мне для решения конкретной задачи, наверное, они. То есть я хочу на гонке поконтролировать пульс и количество грибков. У меня есть конкретная ошибка, оверглайдинг, да, которая я задерживаю впереди руку слишком долго.
И с помощью измерения количества грибков я могу эту проблему решить. Будем смотреть. Не факт, что я в них стартовать буду бесконечно. Но бесконечно точно не буду. Но пока что, может быть, для решения этой задачи попробую, поскольку почему бы не пробовать. Я хотел купить Finis. Finis, да, есть у нас еще Finis Googles, есть HoloSwim. HoloSwim мне показались какие-то вот их маркетинг, он мне показался не такой, ну не то, что маркетинг. Понятно, поскольку я их не пользовал, типа, как я могу говорить о том, лучше них или хуже. Но на первый взгляд, посмотрев кучу обзоров, все такое, они мне показались как-то менее продуманными, что ли. Вот, во-первых, там отсутствуют те функции определенные, которые нужны. Там нет пульса, например, да? Вот. Ну, Finis это вообще только секундомер там. Все, там вообще ни хера нет. Но зато можно переставлять из очков в очки. Вот этот вот CI он называется у них. То есть дать вот этот вот, который проецирует, можно переставлять. Что скажешь? Ну, HoloSwim темп показывает, да, например, зато. Ну и тоже грибки, наверное, может, да. То есть, я не знаю, ну, то есть, HoloSwim подешевле будет. Там 100-170 евро, да, за Pro-версию даже. Вот. Но у них даже дизайн вот как будто бы не такой красивый, что ли. Вот даже вот это вот набалдашник какой-то он не такой. Этот хотя бы скошенный по углам, хотя бы чуть-чуть. Ну, он хотя бы чуть-чуть меньше как будто бы. Так, смотрим вот даже по таблице. Вот, короче, табличка у нас есть. Смотрим сравнение 3 очков, да? Это та табличка, которую мне ChatGPT сделал. Побеждает Forum Swimming. Видите? Что пишет? Отображаемые данные. Ага, вам не очень видно, хорошо. Больше данных у форум, да? То есть тут вообще мало. Видно, можете паузу поставить, посмотреть, почитать. Ну и до 16 часов здесь, и до 6-10 часов здесь. Пульса нет ни на Финисах, ни на HoloSwim. Ну все. Очевидно. Поэтому всем спасибо. Если вопросы есть, задавайте. Только вы это... в обморок не падайте от техники плавания моей, ладно? Александр Варюхин знает, что делает. Александр Варюхин. Мы этому лопушку доверяем. Вот, и с ним работаем. Посмотрим, как стартанем на Ocean Live. Слот есть. Подписывайтесь на телегу мою. Всем пока.